Если понадобится, потом заберу. Сработал. Заросли расчищены. Эта штука мне пригодилась.
Такой цвет пошел бы моим доспехам. Это место знавало лучшие дни. Металлический цветок. Его стебли перекрыли проход в башню.
можно пройти. Мы ее нашли! Я вижу чужеземку! Мне их не хватило.
будет полезно электричество. Снижаюсь. Обломки России. Кажется, сигнал идет из-под тех стеблей. Этой машине плевать на кислоту. Я думал, что отделался от тебя, Макмиллан. Но, видимо, бывших пилотов не бывает. Слышь, Хансон, ты вообще пилотом считаешься? Да, вас понял, контроль. Мы готовы к взлету. Должно быть, тот яйцеголовый, который заменил нас на роботов, сейчас очень гордится собой. Ладно, Мак, полетели взрывать железки. Пилоты были готовы сражаться. И эти чувства Тенакт сумеет понять. У меня большой ассортимент.
Придется драться. В кузних жилы производятся лучшие товары, Нора. Здорово, что все снова ведут себя как обычно. Судя по сигналу, там еще один черный ящик. Уберем эти заросли. Принято. Груз будет на месте по расписанию. Отбой. Просто не верится, насколько отзывчивый. 73 метра в длину. 320 тонн взлетного веса, а маневрирует лучше, чем 12-местный гидроплан. А ведь его выкатили из музея пару месяцев назад. Ха. Годится, чтобы поставить галочку в списке желаний. По крайней мере, он успел осуществить свою мечту.
Есть еще черный ящик, передающий сигнал. Можно попробовать найти. Нас ждут. Древние машины, о которых говорила Ханда, должны быть рядом. Руины предтеч прямо в скале. Интересно, что внутри. Какой-то туннель. Нужно осмотреться. Закроем этот цветок. О, ящик. Для чего они использовали все эти машины? А это зачем? Удивительно, что эта штука все еще работает. О, дверь закрывается. Попробую еще раз. Это мой шанс. Теперь я в заперти. Надеюсь, тут есть выход. Так, и что мне с тобой делать?
Дверь заперта. Похоже, нужен блок доступа. Сомневаюсь, что зацепится. Неудивительно, что тут все разваливается. Как мне теперь туда подняться? Блок доступа. Он мне пригодится. Думаю, у меня есть чем открыть дверь. Отлично. Что у нас тут? О! Похоже, я снова с другой стороны здоровенной двери. Нужно быстрее на ту сторону. Что дальше? Свинец. А мне везет. Для чего они использовали все эти машины?
Падаю. Ну, красиво. Нужно добраться до реликвии. Но как? Нужно торопиться. Отлично. Теперь она не закроется. Может, дверь получится подпереть? Еще одна реликвия. Оставлю это у себя. Может пригодиться позже.
Возможно, перед уходом стоит еще раз осмотреться. Вдруг тут есть еще что-то интересное.
именами, но... Вот и увиделись снова. Иди сюда. Ты вернулась. Я на смену тороплюсь. Говорят, мятежники Тенакта захватили пограничные врата на западе. Если пойдешь туда, лучше к ним не приближайся. Спасибо, запомню. Опять мятежники. У Тару и своих проблем хватает. Возможно, стоит им помочь. Рада тебя видеть. Удачной охоты! Привет! Надеюсь, у тебя все наладилось? Приятно увидеть тебя здесь. Если хочешь преуспеть в следующей охоте, покупай. Возвращайся и заключи. Сделку. Вы готовы? В общем, я отправилась в охотничье угодье на тренировку и увидела, как Коэн Элой! Слышал, ты заработала себе репутацию в землях кланов. Спасла пустынников от резни. Вынудила Текоты перестать прятаться. Защитила рощу от регалы. Мне помогли друзья. Скромность настоящего воина. Что-то не так? Нет. Да. Я пытаюсь сыграть одну песню, которую сам сочинил, но ничего не выходит. Инструмент не звучит как надо. И ты знаешь причину? Когда я жил в землях кланов, небесники делали инструменты, звук которых вздымался выше гор. Горла долгоногов позволяли им издавать металлический рев. Так деревни обменивались сигналами. Если соединить те звуки со звуками Утару, получится мелодия, которой мир еще не слышал. Но вряд ли мне скоро доведется завалить долгонога. Попробуй спросить железоплета. Может, найдется необходимое? Ага. Эта песня много для него значит? Да. И я достану ему деталь от той машины. Пусть будет сюрприз. Утару говорят, такие подарки лучше всего. А поблизости водятся долгоногие? Я слышал, один завелся у деревни к юго-западу отсюда. Свалишь его, выручишь меня и всю песню долины. Поможешь? Возможно. Не знала, что Тенакт любит дарить подарки. Первое время, когда я сюда перебрался, мне было тяжело. Но я решил не сдаваться и жить дальше. Хорошо, если я помогу с этим и Корре. Ему с тобой повезло. Это необычный долгоног? Особо мерзкая тварь. Отличается от других. Скверный, как и эти земли. Защищает стаю машин, что захватила форт к юго-западу от Песни долины. Его легко найти по реву. Но если заметит, призовет всю стаю, не успеешь тетиву натянуть. А вот если отогнать его от стаи, у Песни долины убавится проблем, а Корре сыграет свою мелодию. И все будут рады.
Если окажусь в тех краях, то помогу. Благодарю. Я пока поищу его след на юго-западе. Дети, вы... Мы все готовы. На эту неделю я уже Ты вернулся. Ладно, остаёшься. Тем, что след. Тебе удалось найти ту фигуру? Еще один заход. Смирись уже. Что тут происходит? Ты та, что говорила с хором. Сможешь нам помочь? Это наши дела, чужеземка. Неужели тебе не надоело совать в них свой нос? Думаю, еще разок можно. Продолжай. Моя жена Калая только что вошла в хор. Она отправилась на мыс, чтобы выполнить обряд открытия и, наверное, упала. И теперь они отказываются ее искать. Мы искали достаточно, Бри. Поисковый отряд нашел только ее разбитый инструмент на берегу реки. А на мысе была только краска, которую она взяла для обряда. Мы не можем требовать от людей рисковать своими жизнями из-за одной упрямой женщины. Но ее семена должны попасть в землю ради памяти. Я слышал, ты помогла духу Землере. Увидела то, чего никто не смог. Прошу, найди ее мешочек. Пустые надежды точат корни. Почему Калаю выбрали для хора? Хор выбирает сам, но должен слушать мнение остальных людей племени. Калая предлагала новые идеи взамен старых обычаев, и люди прислушивались к ней. Мы не можем быть глухи к иным мнениям, пусть они нам и неприятны. Значит, пришлось принять Калаю, чтобы не дать распространиться ее идеям? Чужеземка быстро все схватывает. Обряд открытия. Что это такое? Это паломничество на мыс. Место, где первые Утару узрели песню долины. Калая должна была пройти по пути предков, окрасить глаза и сыграть свою песню над просторами нашей земли. Затем она бы нанесла свою отметину на сам мыс, рядом с отметинами, приходивших ранее. Раньше так делал каждый новичок хора. Но из-за помешательства мы перестали их отпускать. Слишком опасно. Давно никто не ходил. Так почему она пошла? Мы убеждали ее не ходить. Но она, как всегда, никого не послушалась. Думала, это придаст значимости ее голосу. Она хотела доказать, что уважает традиции, хоть и призывает жить по-новому. Считала, так ее начнут слушать. Калая предлагала все изменить? Полностью. Вы бы с ней поладили. Песня долины погибает. Но Калая считала, что мы можем выжить. Как ветер уносит семена в далекие земли. Она предлагала покинуть песню долины, найти новый дом. Мы проросли в эту землю. Дерево не может сойти с корней даже при пожаре. Но вы не деревья. Теперь это не важно. Калая носила мешочек с семенами? Как и каждый Утару. Мы выбираем семена в юности, собираем их с растений предков или других, значимых для нас. После смерти эти семена возвращают в землю, которая взрастила их, чтобы они вновь проросли. Поэтому мне так важен мешочек Калаи. Ее семена нужно посадить в песне долины. Река унесет ее семена к новым землям. Там они прорастут и расцветут. Цвести вдали от дома. Иногда это лучший вариант. Я осмотрю там все, если окажусь рядом. Спасибо. Мыс на северо-востоке отсюда. Ищи сломанный мост у подножья утесов, у основания мыса.
Там поисковый отряд нашел ее инструмент. Ясно. Ты как, не против? Меня не волнует, как ты тратишь свое время. Бесполезно искать то, что Земля уже забрала себе назад. Если б я захотел, то ни за что бы не догнал эту прибитую. Пусть земля цветет в этом месяце. Я понимаю. Что тут происходит? Вы о чем-то спорите? У нас тут серьезный разговор, странница. Юл, не надо. Не сейчас. Вот почему я люблю растения, а не людей. Они меньше от тебя требуют. Прошу, прости, Юл. Весь наш народ дружелюбен, но голод ожесточил многих. Похоже, скоро у вас кончится все необходимое. Я могу как-то помочь? Юл права. Нам нужна еда. Так сильно, что мы отправили охотников на север, в старый лес. Мы не убиваем животных ради еды. Точнее, не убивали. Но урожая нет. И выхода тоже. Но это не все проблемы. Машина перебила последний отправленный отряд. Загонщик. Но, судя по словам выжившего, куда более опасный, чем его собратья. Пока он там, я не могу послать людей на охоту, а без добычи нам будет нечего есть. Я видела тебя, когда говорила с Хором. Да. Прости, что не смогла помочь тебе и помочь Зо. Многие считают, что мы выше политики, но это неправда. И я не всегда согласна с Фейном, но мы плодотворно работали вместе. И ты не хотела спорить? Не перед всем хором, да. Надеюсь, ты на меня не в обиде. Забудем прошлое. Все закончилось хорошо. Сколько племя сможет продержаться на старых запасах? Духи Земли продолжают отравлять поля. Может, месяц или два. Хуже всего, что многие смирились с судьбой. Вот Фейн предлагает просто ждать смерти. Но знаешь, смерть — лишь часть цикла жизни. Но тебя это не устраивает. Да, и я отправила охотников в старый лес. Фейн был против этого. И он уж точно скажет всем, что произошедшее — лишний повод послушать его. Разберемся. Расскажи все, что знаешь о машине, напавшей на охотников. Она набросилась на них на краю старого леса. Один только Вен выжил и вернулся в Песню долины. Ты хочешь расспросить его? Он отдыхает у целителей. Другим 4 охотникам не повезло. Должно быть чудовищный зверь. Ты убьешь его? Я одолела много машин. Хорошо. Нам нужна добыча из старого леса. И еще кое-что. Утару с рождения носит мешочки с семенами. Их сажают, когда человек умирает. Так мы храним память об ушедших и делаем их частью цикла жизни. Ты сможешь вернуть семена семьям погибших охотников? Я постараюсь. Спасибо. Будь осторожна в лесу. Прежде чем войти в старый лес, поговорю с выжившим. Пусть расскажет мне о том загонщике. Она подруга отпевницы Зо. Нет. Той, что разжигала войну. Вон тот охотник, который выжил. Вен, расскажи о машине из старого леса. Ты охотишься на ту зверюгу? Собираюсь. Ты не против ответить на пару вопросов? Я расскажу все, что смогу. Расскажи подробно, что случилось. Мы впятером охотились на кабана ради мяса. Так же, как и много раз до этого похода. Встретили несколько машин, так всегда бывает в старом лесу. Как обычно, мы их победили. Но на этот раз
Сразу после боя мы услышали рев. Вен, тише. В листве что-то блеснуло. Когти и хвост. Он растерзал Коула, Ри и Зана. Пошел на меня. Ударил по плечу. Пошла кровь. Потом в его шею вонзилась стрела. Мой друг Лао отвлекал его. Прыгал, кричал. Монстр бросился. Лао помчался в лес. Машина за ним. Он успел только крикнуть мне бежать. И я сбежал. Только на полпути в Песню долины я понял, что бросил Лао умирать там. Можешь рассказать о той машине что-то полезное? Похоже на загонщика, только сильнее. Намного сильнее. Что-то еще? Его броня темнее и светилась фиолетовым. Спасибо. Кажется, я знаю, что это. Мне пора идти. Не стоит биться с ним. И я знаю, что делаю. Но если так, надеюсь, ты зарубишь его. Он убил Лао, моего друга. Грубиянка. Это было грубо. Какая встреча. Давно не видели. Пропади в диких краях. Я подходу. Добрый день.
Точно в цель! Мы истинные тона! Похоже, Калая, а потом и поисковый отряд сражались здесь с машинами. А вот и сломанный мост. Первым делом нужно разобраться с этими машинами. Кислоту здесь использовать нет смысла.
Запас лишним не будет. Теперь поищу мешочек. Стоит начать с моста. Много следов. Наверняка поисковый отряд. Бри сказал, инструмент его жены нашли тут. Поисковый отряд решил, что тело Калаи, скорее всего, унесло рекой. Но упав отсюда, она застряла бы в старом дереве. Мне кажется, она не упала. Надо осмотреться на мысе. Что-то не сходится. Похоже, поисковый отряд прошел по следу под каменной аркой. Наверное, это путь на мыс. Стеглерия сработает.
Должен быть другой путь наверх. Похоже, Калая и поисковый отряд просто забрались на утес. Сломано уже давно. И почему мне кажется, что пройти по этому следу будет непросто? Пригодится для красок. Старая тропа Утару. Похоже, здесь начинался обряд открытия. Тропа завалена. Наверное, обломки моста. Похоже, обвал произошел очень давно. Может, из-за бури. Здесь следы обрываются. Похоже, Калая забралась наверх. Если Калая добралась до вершины, она хороший скалолаз. Она не могла упасть отсюда. Наверное, это и есть мыс. Похоже, Калая что-то делала на том каменном столе. Надо осмотреть его. Цветы перетерты в краску. Наверное, это было частью ритуала Калаи. Надо осмотреться. Визор поможет понять, что с ней произошло. Песня долины. Такое ее увидели первые Утару. Похоже, тут недавно произошел обвал. Но отсюда она не упала бы в реку. Надо искать другие следы. Тут побывал поисковый отряд. Натоптали, следов Калаи не найти. Тут что-то есть на лепестках цветов. Возможно, это краска Калаи? Похоже, след остался. Поисковый отряд его бы не заметил. А вот мой визор справится. Это след краски. Похоже, он ведет вниз с края утеса.
След краски обрывается, и ветки обломаны. Нужно посмотреть поближе. Ветки были сломаны недавно. Это следы борьбы? А здесь что-то тащили. Похоже, след уходит в заросли. Визор проведет меня по нему. Два тела. Одно из них, наверное, Калая, а второе чье? Калая. Отметины на шее. Ее душили. Но я хотя бы верну ее мешочек Бри. Убийца пыталась столкнуть Калаю с обрыва. Поэтому поисковый отряд нашел инструмент у реки. Но Калая сопротивлялась. И убийца задушила ее. И притащила сюда. Что ж, теперь ясно, как погибла убийца. Помогу. Ее закоротило. Бой еще не закончен. Только это не поможет. Так, нужно забрать мешок с семенами. Может, узнать. Пожалуй, оставлю при себе. Отнесу в песню долины. Может, Фейн и Кел смогут его опознать.
Наверное, именно здесь первые Утару спустились с горы. Похоже, большая часть тропы обвалилась. Что захочешь. Она грубиянка, да? Да осветит тебя. Я попросил Диану выискать во время ее странствий, но пока ничего. Очень жаль. Пусть поможет тебе. Все мы скорбим о гибели Калаи, но все... Семена Калаи? Ты нашла их? Бри. Калая не падала. Ее убили. Что? И я поднялась на мыс и нашла Калаю и тело той, что убила ее. Не может быть. Поисковый отряд проверял, там ничего нет. Тела лежали на отдаленном пустыре, вдалеке от места поисков. На нее напал ловчий, когда она пыталась спрятать тело Калаи. Кто она? Я надеялась, вы узнаете. Я принесла ее мешочек. Это семена Лины, ученицы Кел. Не понимаю, зачем ей это делать? Стоит спросить Кел. Но она... Эй, ты! А где Кел? Ушла через восточные ворота час назад. Ушла домой. Ветер лета. Она сбежала? Нужно судить ее. Я ее поймаю. Где это место? Ищи разрушенное поселение на южной границе. Она родилась там. Мы возьмем охрану и встретим вас там. Не сходите с ума, детишки. Привет. Надеюсь, у тебя все наладится? Пусть все вокруг
дня. Там просто ужас творится, охотник. Пусть ваши корни будут крепки. Она вообще прекрасно не видит. Наверное, это ветер лета. Но где же Кел? Элой, это Катала. Я тут услышал о пропавшем солдате из грани прибоя, деревни Долинников на западном побережье. Шерифов у нас мало, и расследовать это дело некому. Ты не займешься? Постараюсь зайти туда по дороге. Нашла. Значит, все уже знают. Когда ты пошла на утес, я поняла, правду не скрыть. Ты смотрела в глаза мужу убитой тобой женщины и говорила, что надо жить дальше. Я не хотела, чтобы это произошло. Так зачем? Калая сеяла семена раздора. Хотела, чтобы Утару ушли из Песни долины, покинули свой дом. Если бы люди поверили ей, это было бы страшнее любой болезни, любой машины. И за это ее убили? Таков природный порядок. Рост, увядание, смерть. Все в мире живет так. Деревья с корней не сходят, и я избавилась от угрозы для всех нас. Жаль, что до этого дошло. Дело сделано. Я заставлю тебя заплатить за совершенное преступление. Поздно. Ты решила, что покончила с идеями Калая. Но о твоих деяниях узнают. И потеряют веру в старые обычаи. Нет. И ты уже не сможешь им помешать. Нет! Должен быть суд! Правосудие ради Калаи! Кел считала, что идеи Калаи умрут вместе с ней. Ради Калаи. Не дай этому случиться. Вот, возьми. Пусть это и мелочь. Спасибо. Мне не придется до конца дней гадать, что случилось с Калаей. Пожухлые листва. 3 Утару погибли. Ради чего? Признаю, я никогда не был тебе рад. Но должен тебя поблагодарить за то, что избавила нас от гнилого корня. Жаль, что все так случилось. Гнили больше нет. И новые ростки процветут.
Я прослежу, чтобы с телом Кел поступили как должно. Я посажу семена Калаи в песне долины. Все благодаря тебе.